Друзья, сегодня у нас рубрика специально для любителей собак. Мы уже рассказывали про древние мистические породы. А как насчет мимимишных, но не менее древних песиков? Встречайте корги, а точнее вельш-корги, породу пастушьих собак из Уэльса. Начнем, как обычно, с истории. История породы вельш-корги уходит вглубь веков. Во время раскопок на месте существовавшего на рубеже 8-9 столетий поселения на территории Южного Уэльса археологи среди прочих находок обнаружили кости небольшой собаки, очень похожие на части скелета современных корги. Первые письменные упоминания о породе встречаются в своде законов уэльского короля Хивела Доброго, который правил в этих краях в X веке. Согласно положениям этого закона, за убийство корги, пасущий скот, ее хозяин имел право потребовать от виновника целого вола в качестве компенсации ущерба. Интересно то, что за собак любой другой породы, даже если те являлись собственностью короля, больше барана никто не давал. И почему же корги так высоко ценился? Дело в том, что корги пасли стада без участия человека, самостоятельно сопровождали стадо, бесстрашно защищали его от волков и разбойников, то есть работали и за себя, и за хозяина. Гибель такого помощника была действительно очень ощутимой потерей. По одной из версий, предков сегодняшних корги завезли на острова Туманного Альбиона викинги. Возможно, это были лунды-хунды, сходство с которыми заключается не только в размере, но и в особом расположении ушей, которые препятствуют попаданию вглубь ушной раковины песка и влаги. Основной функцией этих питомцев в те времена была пастушья, причем речь идет не только об отарах овец. Корги великолепно присматривали и за табунами, а когда в Уэльсе начался бум разведения домашней птицы, в основном гусей и уток, то лучшего помощника в сопровождении этих весьма своенравных птиц на городские рынки было просто не сыскать. Несколько собак, работая хорошо организованной командой, доставляли огромные птичьи стада до места назначения почти без потерь. Немаловажным было и то, что представители породы делали свою работу без лая, чем лишний раз не нервировали птицу. Что касается значения слов «вельш» в названии породы, то тут все более-менее ясно. А вот слово «корги» можно перевести по-разному. Кто-то считает, что слово происходит от уэльских «кор» – наблюдать, собирать, плюс «ги» – собака. Другие трактуют «корги» в значении «помесь» или «злая собака». Третий переводит «кор» как «гном» или «карлик». Официальный дебют породы на выставках состоялся в Англии и датируется 1925 годом, а чрезвычайную популярность корги приобрели благодаря тому, что они являются любимцами королевской семьи Великобритании. В далеком 1933 году герцог Йоркский, впоследствии король Георг VI, подарил своим дочерям маленького коргия. С тех пор эти замечательные собаки стали постоянными обитателями Букингемского дворца и даже участвуют в официальных приемах. А ее величество королева Великобритании Елизавета II по праву считается самым большим в мире любителем и знатоком этой породы. Корги – собака, идеально подходящая для большой и дружной семьи. Прекрасно чувствует себя как в условиях городской квартиры, так и в загородном жилье. Главные черты характера животного – это жизнерадостность, доброжелательность и активность. При практически полном отсутствии агрессивности в поведении корги – отважная собака с высокоразвитым интеллектом. Они очень активны и любят подвижные игры, хорошо дрессируются. Любовь корги к детям стала уже легендой. Абсолютно без всякой опаски вы можете оставить с ними даже малыша. Корги вытерпит все его шалости. Как истинно пастушья собака, корги любят и умеют работать в команде. Они не склонны к доминированию, но слушаться будут только хозяина, который относится к ним с пониманием и любовью. Истеричный, нервный и вспыльчивый человек вряд ли может рассчитывать на любовь и дружбу корги. Слишком уж умна эта собака и не будет дружить с невротиком. Уход за животным не сложен. Купание нечастое, поскольку шерсть имеет хорошие водоотталкивающие свойства и грязь не собирает. Систематический груминг требует только 2 раза в год во время активной линьки. Питание сбалансированное. Помня о склонности корги к перееданию,
нужно контролировать количество пищи. Строение тела корги тоже требует внимательного отношения к характеру физических нагрузок. Чтобы избежать травм позвоночника, нужно избегать прыжков с высоты на землю. Многие заводчики рекомендуют оберегать щенков от передвижения вниз по лестницам. Вельш-корги – большая собака в маленьком теле. Такую характеристику чаще всего приходится слышать от владельцев этих собак. Удивительно, как в столь некрупном животном помещается столько любви, жизнерадостности, общительности и преданности человеку. А уж по уровню интеллекта и интуиции корги даст фору многим признанным помощникам человека из числа крупных служебных собак. Отличный характер, удивительные артистические способности, очаровательная внешность позволили представителям породы снискать любовь во многих странах мира. Все более популярной становится она и у нас. Кстати, пастушья работа выработала еще один характерный признак этой породы – бесстрашие. Если предки не боялись вступить в бой с волками, то и ваш питомец безо всяких сомнений и раздумий бросится в схватку даже с противником, значительно превосходящим его по размерам. У собак этой замечательной породы есть одна интересная особенность. Они любят трогать хозяина лапой или подталкивать его носом. Вельш-корги садится рядом и по нескольку раз подряд с небольшим интервалом времени аккуратно касается вас, как бы намекая на то, что более интересного занятия, чем пообщаться с такой в высшей степени привлекательной и умной собакой, просто не найти. При этом у корги все-таки есть пара недостатков. Инстинкты этого пса требуют, чтобы все живые существа, окружающие его, находились под контролем, были организованы и двигались только в нужном направлении. Именно отсюда привычка пемброков, особенно молодых, покусывать людей сзади, за ноги и пятки. В отсутствие гусей или овец на роль подопечных определяются члены вашей семьи, которым придется потерпеть такие проявления характера породы. Отучить питомца от этой привычки несложно. Нужно только проявить последовательность и настойчивость. Корги любят поесть. Это тоже заложено генетически. Пастушья работа требовала много сил, а восстановить их можно было, только плотно перекусив. У современных собак забот поменьше, а вот любовь к еде осталась на прежнем уровне. Поэтому корги никогда не откажутся от лишнего кусочка. Другое дело, что переедание при отсутствии активной работы негативно скажется на здоровье собаки, прежде всего на позвоночнике. Резюмируем. Корги – собаки, которые умеют искренне радоваться жизни. Создается впечатление, что эти милые псы просто не знают, что такое хандра и плохое настроение. Общение с хозяином, прогулки и даже работа – все доставляет псам удовольствие. Их улыбчивая морда, полная задора и оптимизма, взгляд не могут оставить равнодушным никого. Так что если вы хотите научиться радоваться жизни, то вам срочно надо завести корги. Мало того, что она неприхотлива, покладиста, верна, так она еще и умна. А это немаловажный фактор для друга. Не находите? Напишите свою любимую породу собак в комментариях. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных нашей планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!